Привет! Сегодня посмотрим, как ведут себя контроллеры Philips Sky 75100, установленные на термопрокладке. На улице плюс 30, батарея самоката заряжена на 90%, батарея 60 вольт, 40 ампер-часов. Собрана на пакетах NMC. Поехали! Достаточно быстро прогрелись контроллеры до 65 градусов. Но в принципе это нормальная температура. Посмотрим, до какой максимальной температуры удастся их нагреть. Есть у меня некие сомнения, что спидометр показывает корректно сейчас скорость. Скорость мы замеряем. Максимальную скорость замеряем отдельно по GPS спидометру. Не такие большие прямые у нас, но попробуем покатать туда-обратно. Да, контроллер нагрелся до 80, сработала защита по температуре, и он снизил мощность, которую выдает на мотор колеса. Попробую поставить температуру чуть больше, температуру отсечки. Установим ее на 85 градусов.
Так, температуру отсечки поднял до 85 градусов. Посмотрим, что получится сейчас. Так, 80 есть. Так, почему-то наше повышение не сработало. Все равно обрубает мощность на 80 градусов. Так, 74, 78 есть. Поехали дальше. Греем. Обрубил мощность. Разгоняться дает, но несколько слабее разгон. Не хочет греть до 85 контроллера. Попробуем, может быть, его перезагрузить. Вот, и сразу поехали. О! Судя по тому, что мы едем с потоком машин, то скорость в районе 80 км в час на данном участке. Да, температура 81 и больше 80 ампер не дает. Ну что ж, попробуем покататься. Посмотрим, как под непрерывной нагрузкой будет вести себя контроллер. Задний контроллер настроен на 90 ампер.
фазного тока, передний на 70, чтобы исключить пробуксовки. В принципе, достаточно комфортная для меня получилась конфигурация. Итак, пришло время подвести промежуточные итоги по контроллерам FlipSky 75100. Контроллеры компактные, мощные, выдают заявленные токи, обеспечивают приятное, захватывающее ускорение, имеют большое количество настраиваемых параметров, что позволяет их тонко настроить под свои потребности. Детально о настройках поговорим в отдельном видео. Единственным серьезным на данный момент их недостатком является сильный нагрев. Установленные термопрокладки ситуацию с нагревом улучшают в том плане, что благодаря им тепло отводится лучше и контроллеры достаточно быстро остывают. Значительно быстрее, чем без термопрокладок. Таким образом, для тяжелых и мощных самокатов в своем базовом исполнении контроллеры подойдут для спокойных поездок на любые расстояния. Когда необходимо, они позволят быстро ускориться, но подряд интенсивных ускорений можно будет сделать 1-2 до срабатывания отсечки по температуре. Если хочется выжать из контроллера все, то придется обеспечить для них другое охлаждение. Установить дополнительные радиаторы, перепаковать их в другие корпуса, извлечь контроллеры из родных корпусов и напрямую установить на металлические элементы самоката, чтобы обеспечить большую площадь отвода тепла, или разместить их снаружи самоката, обеспечив прямой обдув набегающим потоком. Есть ли смысл всем этим заниматься? Я бы сказал, что только в случае, если эти контроллеры уже куплены и ожидают установки. Во всех остальных случаях я бы рекомендовал посмотреть в сторону новых контроллеров от FlipSky 75100 с алюминиевой печатной платой, где производитель обещает значительно лучший отвод тепла. Эти контроллеры скоро также появятся в наших тестах. Что касается более легких самокатов с моторами до 1,5-2 кВт, где выдаваемые контроллером токи будут в диапазоне 35-50 ампер, эти контроллеры, на мой взгляд, могут стать отличным вариантом. В рамках данного самоката эксперименты с этими контроллерами я заканчиваю, а контроллеры будут установлены в другой самокат Kraken High Rider, который меньше по габаритам, весу, на 10-дюймовых колесах и с моторами по 1200 Вт. В ближайшее время в High Rider будет установлена батарея на 34 ампер-часа 60 вольт, которую я собрал на днях на пакетах NMC. Сейчас соберу сам самокат и проведем тест. В этот же самокат вместо контроллеров FlipSky для тестов будут установлены контроллеры Kelly 7212. На этом на сегодня все. До новых встреч. Пока.